Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал The Handmade. Это третья заключительная часть видео мастер-класса «Тигренок, а лев». Продолжаем наше вязание. В следующем ряду нам нужно будет провязать такую комбинацию. 8 столбиков без накида плюс 1 убавка. Так мы повторим до конца ряда 4 раза. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 36. И еще сделаем переход к оранжевому цвету в этом ряду. Итак, вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 8. Подхватываем 2 петли вместе за передние стеночки. Делаем убавочку. Не довязываем до конца. Подхватываем рабочую нить оранжевого цвета. Довязали убавочку. Одну комбинацию мы уже провязали. 8 столбиков без накида плюс 1 убавка. И до конца ряда повторим эту комбинацию еще 3 раза. Вяжем 8 столбиков без накида плюс 1 убавка. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду будем вязывать ушки, нижние края ушек. Для начала провяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 10 и 11. Вы же смотрите по своей игрушке. Возможно, вам понадобится провязать чуть больше, на 1-2 петли, может быть меньше. Ориентируйтесь так, чтобы первая петля ушка находилась на уровне середины ручки. Берем ушко и прикладываем к голове игрушки. И вместе с головой провяжем вот эти 3 петли. Так, первый столбик без накида, второй столбик без накида и третий столбик без накида. Вяжем 11 столбиков без накида по голове игрушки. 1, 2, 3, 4, 11. Далее берем ушко, так, и прикладываем вот таким вот образом. Вот так. И будем вязать, начиная вот с этой вот петли, как бы с конца третья петля. Она у нас будет первой. Итак, подхватываем все петли и провязываем вместе. 1 столбик без накида. Второй столбик без накида. И третий столбик без накида. До конца ряда нам нужно будет провязать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков без накида. У вас, возможно, это количество будет отличаться. Почему? Потому что, когда мы вяжем плюшевой пряжей, плотность вязания у всех разная. Кто-то слабее, кто-то плотнее вяжет. Поэтому, когда ввязываем, в особенности ушки, ручек тоже это может касаться, тут нужно уже ориентироваться по своей игрушке и высчитывать самостоятельно петли, если наша плотность вязания с вами не совпадает. Отмечаем новый ряд. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Вяжем 1 убавку. Такую комбинацию мы повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Ушки пока не трогаем, пока они у нас в таком свободном режиме, скажем так.
Вот, второй край мы провяжем через несколько рядов. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд провяжем без изменения 30 столбиков без накида и сделаем переход цвета к бежевому. Для начала провяжем 9 столбиков без накида оранжевым цветом. 2, 3, 4, 5, 9. Девятый столбик не довязываем до конца. Подхватываем бежевый цвет. Довязали. И до конца ряда вяжем еще 21 столбик без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд вяжем тоже без изменения 30 столбиков без накида и сделаем переход цветов. Для начала вяжем 9 столбиков без накида бежевым цветом. Девятый столбик не довязываем до конца. Подхватываем пряжу коричневого цвета. Довязали. И до конца ряда вяжем еще 21 столбик без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду нам нужно будет провязать такую комбинацию: 3 столбика без накида плюс 1 убавка. Итоговое количество петель должно получиться 24. И при этом нам нужно будет вязать вторые края ушек. Для начала вяжем 3 столбика без накида, вяжем коричневой пряжей, потом еще и сделаем переход к темно-коричневому цвету. 2, 3. Делаем убавку. Вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Здесь нам нужно сделать и убавочку, и переход цвета, и подхватить край ушка. Возможно, с вами у нас будет отличаться момент привязывания ушка к голове, если у нас, еще раз напоминаю, отличается плотность вязания. Тут вы уже должны самостоятельно рассчитать, где у вас должно начинаться ушко, после какой комбинации, после каких столбиков или убавочек. К сожалению, есть вот такой вот недостаток при вязании плюшевой пряжи, что может отличаться плотность вязания, и тогда приходится высчитывать самостоятельно и сдвигать петли, петли перехода, петли вязания ручек, ушек и там хвостиков, остальных там деталек. Итак, я провязала 3 столбика без накида, 1 убавка, далее 3 столбика без накида. Далее, что в моем случае я буду делать? Я подхватываю, так, мне нужно будет вот так вот приложить ушко. В первую петлю ушка завожу крючок, буду вспомогательным себе помогать. Далее, что я делаю? Подхватываю 2 петли на голове игрушки. Далее подхватываю. Так, как же мне тут сделать? Подхвачу коричневую пряжу, протяну и довяжу темно-коричневой пряжей. Далее провяжем еще 2 столбика без накида, ушко и голову игрушки вместе. Пять серединных петель ушка будут не задействованы в вязании. Мы их потом пришьем швейной иглой и швейной ниточкой в голове игрушки. Вяжем 1 столбик без накида,
одну убавку, далее 3 столбика без накида, 1, 2, 3, 1 убавка, 1 столбик без накида, далее провяжем второй край ушка вместе с головой, так, подхватим третью петлю на ушке, подхватываем петлю на голове игрушки, один столбик без накида, далее вяжем второй столбик без накида, подхватываем крайнюю петлю на ушке, на голове игрушки подхватываем 2 петли за передние стеночки, протягиваем рабочую нить сквозь все петли и вяжем столбик без накида. До конца ряда нам нужно повторить еще одну комбинацию: 3 столбика без накида и 1 убавка. Отмечаем новый ряд. На этом этапе наполним игрушку наполнителем. Далее зафиксируем глазки. Глазки будем фиксировать между 10 и 11 рядами. Если считать от шеи, там где у нас бежевый цвет, считаем этот ряд: 1, далее 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и вот следующие 11. Между 10 и 11 фиксируем глазик так, чтобы нижний край глаз захватывал темно-коричневые петельки. Это нам понадобится для того, чтобы, когда будем вышивать плюшевой пряжей вот эти вот как бы реснички, чтобы тут получился вот такой вот красивый разрез. Итак, глазки друг от друга находятся на расстоянии 5 столбиков. Вот по одному столбику под глазки прячутся, и остается 3 столбика между глазками. А так фактически 5. Все, фиксируем заглушками. Продолжаем наше вязание. В следующем ряду провяжем комбинацию 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. И сделаем переход цвета от темно-коричневого к оранжевому. Итак, для начала вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Вяжем 1 убавку. 2 столбика без накида. Далее 1 убавка. Так, я здесь провяжу до конца. Еще 1 столбик провяжу. Не довяжу его до конца. Перейду к оранжевому цвету. 1 столбик довязала. 2 столбик без накида. Убавочка. И продолжаем с той же комбинацией: 2 столбика без накида плюс убавка до конца ряда. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду будем вязать 1 столбик без накида плюс 1 убавка.
И у этой игрушки я хочу сделать опять переход цвета, перейти к темно-коричневой пряже. У первого тигренка я этого не делала, делала по схеме 3 ряда оранжевых, 3 ряда цветных. Вот так и закончила игрушку. Но в конечном итоге мне это не понравилось. Вот этот вот оранжевый цвет получился как какой-то такой вот светлый островок, который совсем не украшал игрушку. Поэтому я придумала сделать чубчик вот такой вот. Но даже когда я зафиксировала вот эти прядки, все равно вот эти вот просветы здесь проглядывают и не очень хорошо это смотрится. И думаю, если закончим 2 последних ряда темно-коричневой пряжи, то это будет симпатичнее смотреться. Итак, для начала вяжем, продолжаем вязать оранжевой пряжей до перехода цветов. 1 столбик без накида, 1 убавка, 1 столбик без накида, 1 убавка, 1 столбик без накида, не довязываю его до конца, перехожу к темно-коричневой пряже. Далее повторяю комбинацию до конца ряда. Здесь у меня идет убавочка. Связали, новый ряд отметили, отрезаем вот эти все ниточки, завязываем между собой на узелочки, прячем вовнутрь головы игрушки и закончим наше вязание 6 убавочками. Маркер, в принципе, можно снять. И еще заполним по ходу вязания игрушку головы наполнителем. Итак, вяжем 6 убавочек подряд. Итоговое количество петель у нас должно остаться 6. Провязали. Далее я сменю крючок на меньший размер, протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя хвостик длиной сантиметров 10. И этим хвостиком стягиваем вот это вот отверстие. Как я это делаю, я подробно показываю в вязальном видео шпаргалочки. Ссылочку на это видео я оставлю в описании под этим видео. Далее пришьем ушки вот в этих местах швейной иголочкой, швейной ниточкой, сложной вдвое, и пришьем еще мордочку. Для начала на мордочке фиксируем носик посерединочке, вот прям у этого края. Далее мордочку мы расположим на 7 рядах. Вот сейчас покажу на первой игрушке. Вот нижний вот этот оранжевый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот здесь вот в этой части мы захватываем еще 7 ряд. И вот на этих рядах вот так вот по кругу пришьем мордочку. По ходу пришивания наполним немного наполнителем. Так, фиксируем ниточку. Далее подхватываем петлю. Так, где мне ее лучше подхватить? Здесь. Подхватываем петлю на мордочке и
столбик на голове игрушки. Далее оформим мордочку полосочками. Одной вот такой вот вертикальной и 3 горизонтальными с каждой стороны. Берем швейную иглу с большим ушком, не плюшевую пряжу. Я взяла коричневого цвета и сделаем сначала вертикальную полосочку. Заводим вот здесь вот внизу, вот так вот посерединочке, ориентируемся по носику. И прям под носиком выводим иглу. Сделаем еще один раз. Слегка так вот подтянем. Далее заводим иглу и выводим вот здесь вот сбоку. Можно прямо вот здесь. Захватываем пару столбиков. Спускаемся ниже. Здесь захватываем уже побольше столбиков, 3 или 4. Спускаемся ниже. Опять захватим пару столбиков. Далее выводим на другой стороне в том же районе. Также делаем захват 2 столбика. Теперь поднимаемся выше. Здесь захватываем 3 или 4 столбика. Поднимаемся выше. Захватываем здесь 2 столбика. И спускаемся вниз к первому хвостику. Слегка все подтягиваем. И эти хвостики завязываем между собой на узелочки и прячем вовнутрь мордочки. Далее вышьем белки. Берем швейную иглу с большим ушком, небольшой кусочек плюшевой пряжи белого цвета и вышиваем. С хвостиков снимаем плюш и завязываем на узелочки на любых стеночках подходящих петель. Далее вышьем реснички. Берем также швейную иглу с большим ушком, небольшой кусочек плюшевой пряжи темно-коричневого цвета. Заведем иглу вот здесь где-нибудь сбоку и выведем. Ориентируемся по оранжевым столбикам. Вот от глазика 1, 2, 3. Вот выведем возле 3-го столбика. Далее захватываем тут вверху глазик. Заводим иглу, выводим в том же районе у 2-го глаза. И заводим также, считаем 1, 2, 3, вот в 3-м оранжевом
столбики заводим и сбоку где-нибудь здесь вот. Я вот здесь вот выведу и хочу спрятать вот этот оранжевый столбик. У меня тут такой вот переход получился, который не спрятался за ушком. Я его попробую спрятать сейчас вот этой пряжей темной. Слегка подтягиваем и с хвостика снимаем плюш, завязываем на узелочке. Фиксируем на любых стеночках подходящих петель. Ну вот, мой второй тигреночек по имени Олег полностью готов. Этому тигренку я решила чубчик не делать, так как закончила вязание темными рядами. Он так достаточно симпатично смотрится. Вы же, если будете делать чубчик, я расскажу, какой длины я нарезала полосочки вот эти вот неплюшевой пряжи. 8 сантиметров. И когда сложила их вдвое, то получилось длиной 4 сантиметра. И вот так вот несколько прядочек тут зафиксировала. И получается вот такой вот чубчик. Я очень надеюсь, что у вас тоже все получилось. Спасибо вам большое за вязание вместе со мной. Жду фото ваших работ. Можете мне присылать на электронную почту. Адрес я здесь размещу. Или же ставить хэштеги, которые здесь тоже указаны на экране. Либо присылать в директ в Инстаграм. Адрес тоже укажу здесь на экране. Еще раз всем спасибо большое. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много чего интересного. Всем пока-пока!